Друзья, привет! Сегодня небольшой гайд по дополнению к моду Industrial Craft 2 под названием Gravitation Suite на версии 1.4.7. Очень классное дополнение, на многих игровых серверах оно установлено, пользуется огромным спросом у игроков. И какие основные фишки здесь есть? Во-первых, самая крутая вещь в этом дополнении — это такой вот нагрудник, гравитационный нагрудник. В чем его преимущество? Во-первых, он позволяет летать, как в креативе. Ну, демонстрировать я не буду, потому что я так в креативе нахожусь, я думаю, это всегда можно проверить. Во-вторых, он имеет огромный запас энергии, как видите, да? То есть он может заряжать вещи. То есть такое положили куда-нибудь в хранилище, зарядили и бегаете там весь день, копаете, заряжаете вещи, очень удобно. Кроме того, естественно, он это броня, что тоже немаловажно, да, чтобы такое, соответственно, разрядить, да, допустим, наносабли потребуется достаточно много ударов, вот. И по сути, многие игроки, которые развиваются на индустриальных серверах, всегда одной из целей ставят скрафтить себе такой вот гравик, вот. То есть это одна из целей, кроме того, для развития. Есть более упрощенная версия. Это улучшенная нанокераса. Ну, то есть, по сути, она является улучшением наноброни. Вот. Она также позволяет летать. Как видите, здесь есть в крафте улучшенный реактивный ранец. Я про него чуть позже тоже расскажу. Вот. Ну, основная фишка, да, в том, что чуть больше энергии здесь, чем у нано, да, то есть у нано, смотрите, здесь получается сколько, 100 тысяч, да, единиц. Здесь у нас уже миллион. То есть, опять же, больше хранит. Это здорово. Кроме того, позволяет летать. То есть совмещение джетпака с наноброней. Очень удобно. Естественно, вот эти снаряжения требуют большое количество энергии, большое количество ресурсов для крафта, особенно гравик. Там, если посмотреть в крафтах, там, конечно, просто адский ад. Но, тем не менее, это вполне реально, за игровой сезон какой-то, да, между вайпами скрафтить. Вполне реальная задача при желании. Так, далее идут у нас усовершенствованные такие рюкзаки с энергией, мультиранцы. Я про них в гайде в Industrial Craft рассказывал, да. Ну, то есть просто надеваешь такой и бегаешь, соответственно, там где-то в шахте, заряжаешь свои инструменты. Это удобно, особенно если вы пользуетесь электрическим буром. Здесь банально преимущество в том, по сравнению со стандартными ранцами из Industrial Craft, в том, что просто больше хранилища. То здесь у нас на миллион, в совершенном у нас на 10 миллионов. То есть большой запас энергии. Удобно. Конечно, мы можем заряжаться и от такой вот брони, но на начальном этапе вряд ли вам удастся такой вот гравик скрафтить. А добывать-то ресурсы надо, так что рекомендую вот эту штуку соорудить. Конечно, не обязательно вот такой супер навороченный, но хотя бы улучшенный вполне реально себе смастерить. Не такой уж сложный крафт. Вот. Далее, реактивный ранец улучшенный, про который я здесь уже упоминал. Ну, он просто банально имеет больше запас, по сути. Вот, это основное его преимущество. То есть в крафте имеет электроджетпак и вот такой вот улучшенный мультиранец. Плюс некоторые еще компоненты. В принципе, по крафту не очень дорогой, вполне себе реален для крафта. Вот. Но обычно на серверах ребята крафтят не вот этот улучшенный. Они точнее его используют как компонент для крафта наноброни. То есть те, у кого поменьше ресурсов, да, крафтят себе вот такие вот улучшенные нанки. И вполне себе с ними счастливо себя чувствуют. Вот. Соответственно, более развитые игроки предпочитают уже гравики. Вот. Так, еще одна фишка этого мода. Вот такие вот инструменты. Супер полезные, супер крутые. Особенно вот этот бур и ваджра. Кто-то называет ваджра, кто-то ваджра. Я уже привык к ваджра. Соответственно, в чем ее фишка? Опять же, смотрите, запас энергии здесь у нас миллион единиц, да? И кроме того, она моментально ломает блоки. Ну, в креативе у меня и так ломается быстро. Здесь у меня не получится, наверное, так продемонстрировать, да, разницу. Но вот ломает реально как в креативе, то есть очень быстро. В этом основная ее фишка.
То есть именно в быстрой как бы поломке блоков. То есть если что-то надо быстро разломать, построить, вот она просто незаменима. Насчет эффективности в шахте я не знаю, как бы мне кажется, лучше тамбуром, просто еще запас энергии достаточно большой расход. Поэтому для развитых игроков, в принципе, это безразлично, но для тех, кто развивающийся, да, мне кажется, как-то бур будет более интересен и проще для крафта. Здесь очень много. Так, наверное, чуть скорректируем, чтобы нам тут не гремело. Так. Здесь крафт достаточно такой недешевый. Опять же, иридиевые пластины всякие есть, да. С буром чуть попроще. С буром существенно попроще. И тем не менее, как бы это крайне крутая штука. Вот, в отличие от обычного алмазного. Тут у нас 10 тысяч единиц, здесь у нас уже 15 тысяч, как бы в 1,5 раза больше, да. Кроме того, вот в этой версии 1.4.7, насколько помню, нет такой возможности там крафтить. Здесь просто у нас копается, как стандартная кирка, там по одному блоку ломает. А в экспериментальной версии Industrial Craft этот бур может еще настраиваться, допустим, на режим копать 3 на 3. И это вообще пушка просто. То есть одним как бы взмахом вы ломаете там блоки 3 на 3. Супер крутая штука. Еще есть улучшенная электропила. Отличается просто запасом. Деревья быстрее там срубают. Прикольная штука, но я бы не сказал, что особо и пользуюсь там при игре на серверах. Просто такая интересная вещь. Еще супер крутая вещь в этом дополнении. Это такой вот грави-инструмент. Он переключается в несколько режимов. Он может быть мотыгой, может быть отверткой и может быть краником. То есть вы имеете как бы 3 инструмента в одном. По-моему, даже еще какой-то есть там, если не ошибаюсь, ключ из BuildCraft, что ли. Вот. Тоже не особо пользуюсь, поэтому не помню. Вот. Но основное, то, что мне всегда было полезно, это то, что как заменитель краника, там какой-то отвертки в одном инструменте. То есть не надо много таскать с собой, заряжать там постоянно. Зарядили один, таскаете, как бы запас у меня большой, там тоже достаточно, 100 тысяч единиц, поэтому надолго хватает, очень классная вещь. Переключается, насколько помню, там M плюс мод switch cage, что-то такое. Это можно посмотреть в настройках, там где-то погуглить, как там переключать режим. Потому что у меня тоже было какое-то время проблемы с переключением. Это зависит от настроек сервера. Можно там у ребят в чате на сервере спросить, как переключать, как там настроить. Вот, переключение. Крайне рекомендую попробовать. Удобная очень штука. Вот, собственно, все как бы в этом моде. Все остальное там из него это какие-то компоненты, из которых вот эти штуки крафтятся. То есть самое спросовое для игроков это вот гравик, там ваджра, еще улучшенный бур очень любят ребята. Так что рекомендую попробовать освоить этот мод, как бы поставить себе целью, например, скрафтить гравик. Это будет интересно, я вам обещаю.